Всем привет! Это Антон Ташамото, АМК Сервис. И сегодня у нас вот такая бэшка, сырок у нас, это S1000RR. Он у нас разбирался для покраски и для обслуживания. И сейчас мы будем делать на нем вилочку. Для ремонта и обслуживания вилки нам понадобится шестигранник на 24, головка на 24, головка на 30, головка на 13. И, в принципе, для снятия вилки этого будет достаточно. Торксы нам нужны будут 40, 45 и, по-моему, 25, который держит крыло. Но так как у нас крыло уже снято, демонтировано для покраски, поэтому у нас все чуть-чуть попроще. Теперь я покажу, что мы делаем сначала. Сначала мы снимаем крыло, ослабляем суппорта, можем их полностью снять. Ослабляем хомут, который держит ось вилки. Головкой на 24 накидываем на шестигранник, вставляем его и откручиваем, ослабляем. Далее поднимаемся вверх, ослабляем пробки, которые закрывают вилку. Чтобы не повредить грани, мы используем плотный пакет, надеваем его вот таким образом, сверху надеваем головку и откручиваем. И тогда грани у нас не повреждаются, то есть пробки у меня уже сорваны. Это можно видеть по зазору. Вот появился зазорчик. Все, пробка сорванная. В принципе, на этом можно остановиться и не откручивать до конца. Чтобы срывать пробки, обязательно ослабляем болты траверсы и клипона. Потому что они могут немножко поджимать саму гайку, пробку. Поэтому первым делом ослабляем болты на траверсе, потом болты на клипонах и отпускаем пробку. Итак, вилка весь сверху у нас откручена. Переходим вниз. Вот идет болтики. Тоже их ослабляем. И ослабляем так, чтобы они крутились легко. Чтобы мы могли потом, если что, чуть-чуть отпустить и достать перья. И теперь самое главное. С использованием вот такого домкрата мы легко можем произвести эту работу. Либо выставив боковую подножку и сделав это на боковой подножке, наклонив его на бок, либо используя подкат. У меня мотоцикл стоит на подкате. Под домкратом я поддомкратил. У меня чуть-чуть вывесилось все это дело. Теперь я могу демонтировать колесо и демонтировать перья вилки. Когда стоит морда и другой пластик, это сделать чуть посложнее. В итоге, когда у нас демонтированы перья, у нас все выглядит вот так. Теперь мы можем спокойно приступить к разборке перьев, что я далее покажу более подробно. Итак, открутили до конца пробку, слили все. Потом, после того, как слили, сорвали вот этот вот болтик внизу, который у нас находится. Он идет под шестигранник на 8. И далее приподнимаем пыльник. Аккуратненько отверточкой, вынимаем стопор и полностью вытаскиваем поршневую систему вверх и снимаем часть с сальником. Может пойти немножко с натягом, чуть постукивая, потихонечку выпрессовываем сальник. Итак, у нас вот снята поршневая система, снято стопорное кольцо, пыльник, хромированная часть, так скажем, подвижная. Осматриваем ее на задиры, на повреждения, на коцки. Подробнее, что и как можно увидеть, что и где, как смотреть, можно посмотреть в видео по всплывающей подсказочке. Это как раз я видео делал про вилочку, она очень похожа по строению, можно посмотреть, если что-то вдруг упустил в этом видео, то там более подробно все изложено. Можно посмотреть и ознакомиться. Итак, сняли мы, и мы видим вот здесь вот такую картину. У нас стоит сальник, который у нас не выбился. То есть на этой вилке отсутствует верхняя направляющая, которая на японских вот здесь очень часто стоит вверху. И поэтому сальник остался в трубе. И чтобы сальник достать из трубы, нужны либо специальные съемники, либо можно воспользоваться обычной пробочкой от бутылки. Положить ее вот так вот и аккуратненько отверточкой, как монтировочкой, прижать и потихонечку
Для чего мы используем пробку? Чтобы вот не повредить вот эту поверхность. И потихонечку вот таким вот образом, как я уже приподнял, видно, что она уже здесь чуть-чуть приподнята вот в этом месте. Потихонечку приподнимаем, приподнимаем, приподнимаем и достаем сальник. Можно доставать как съемником, так и вот таким способом, потому что в одном из мануалов японских я видел, кочережка выглядит с вот такой пластмассочкой, идет сюда, как упирается. И кочережка типа отвертки достает сальник. То есть они там в одном из мануалов выковыривают, в других из мануалов, то есть они подцепляют его изнутри и выковыривают. То есть, смысл один и тот же. Достать сальник, его надо с места выковырнуть. Поэтому достаем сальник, протираем все плоскости и насаживаем на неподвижную хромированную часть. Сначала пыльник пружинкой вниз. Потом сальник, правильно его ориентируем, чтобы он у нас рабочей кромкой смотрел наружу, внутренне вовнутрь. То есть как это сделать, это указано на сальниках, это я рассказывал более подробно в видео. То есть там отличается на внешней стороне, которая идет к пыльнику, более тонкая пружинка, на внутренней стороне, которая именно держит масло, там более толстая пружинка. Это вот если просто. Все это сюда одели. И переворачиваем и потихонечку уже засаживаем, соответственно, сальник в свое посадочное место. Для этого используем специальную оправку. Если не использовать оправки, то у вас ничего не получится. Вы, скорее всего, повредите либо сальник, либо хромированную поверхность. Поэтому посмотрите видео по подсказочке, там все более подробно рассказано. Сейчас я это все соберу в кучу. И расскажу уже про то, сколько у нас заливается масло, про моменты затяжки. Перо у нас уже практически собрано. Нам осталось поставить только поршневую систему. На поршневой системе у нас есть вот такая вот форма внизу. Ответная часть у нас есть, соответственно, в нижней подвижной части вот здесь. Как туда очень легко попасть? Мы берем, наживляем вот этот болтик аккуратненько. И вращаем до совпадения паза, соответственно, поршневую систему. Она защелкивается и подтягиваем болтик с моментом 30 ньютонов. Болтик, соответственно, мы садим на локтайт либо на резьбовой герметик, так как советует производитель. И пару скриншотиков с мануала я приведу. За скриншоты с мануала можно ставить сразу лайк, потому что я думаю, что не все смогут найти эту информацию, и поэтому будет приятно увидеть то, что официальная информация оригинального мануала BMW, я ее просто взял и решил вставить в видео, чтобы вам было удобнее, понятнее, то о какой кочережке и как вытаскивать сальник. Это там есть схематическое изображение. Как ставить сальник правильно, тоже есть схематическое изображение, то есть он там показан в разрезе, но по факту у нас должен вот этим вот бортиком он стоять к пыльнику, то есть они стоят вот так друг за другом. Бортик пыльника, бортик сальника, между ними стопорное кольцо, под сальником у нас кольцо для направляющей. И собираем все в обратной последовательности, затягиваем, заливаем 600 мл, либо если вы будете разбирать вот эту поршневую систему отдельно, захотите разобрать через верх, там есть мануальное значение по уровню жидкости, по высоте, это 90 мм. Поэтому, если захотите собрать или так, без проблем. А так, полностью все просушиваем, протираем, продуваем, собираем, заливаем 602 мл. Масло рекомендуется вязкости 7,5. Я рекомендую в жарком климате и для пилотов свыше 80 кг веса заливать масло десяточку, 10W. Это даст лучший эффект на торможении и чуть-чуть более жесткую вилочку, чуть сместит в более жесткий диапазон регулировки те, что есть. По регулировкам вилки я ничего не трогал. Если по регулировкам вилки нужно, вы можете также открыть мануал, посмотреть стандартные значения и от них уже крутить вправо-влево, то есть плюс-минус, для себя подбирать значения. Это опять же, если вы катаетесь активно, если вы любите поездить в хороших наклонах, там уже подвеска нужна более точная настройка, там уже это все индивидуально. Поэтому сейчас собираем вилочку, заливаем масло, устанавливаем ее обратно. По установочным размерам тоже есть мануальные значения, потому как здесь вилочка, у нас есть риски на вилке. И у нас вилка стояла на первой риске.
Это не совсем правильно, потому что по заводу написано, что от верха пробки должно быть 17 мм. Но опять же, скриншотик есть. Можно все это посмотреть наглядно. Если что, ставьте на паузу, рассматривайте. То есть это не проблема. Все установили наверх, затянули, опустили мотоцикл, собрали в обратной последовательности. Там то, что вы снимали переднее крыло. Кстати, оно по мануалу крутится всего лишь 2 ньютона. Ну и в принципе, как бы, вилка достаточно простая, очень похожа на японский. Если вы занимались японскими вилками, если хоть раз перебирали, то я думаю, с этой вилкой у вас не будет никаких проблем. Просто делать надо все внимательно, аккуратно, и не будет никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией. Вот вилочка у нас установлена. Все затянуто, закручено. Теперь можно дальше кататься. Вот так вот делается переборка вилки на S1000RR 10, 11, 12 годов. Если у вас вилка более свежая, то у вас вариации могут быть немножко другие. То есть, например, после 2017 года пошла вилка, насколько я помню, с электронными регулировками. И там уже это совсем другая вилка. Там уже стоит электронное управление поршневой системой, там уже, соответственно, больше сложность. Если вы хотите отремонтировать свою вилку, но у вас нету какого-то инструмента из того, что я перечислил, то, возможно, стоит отказаться от этой идеи, потому что, работая некачественным инструментом, либо работая без специальных приспособлений, есть большая вероятность повредить какие-то из элементов вилки, которые на данном мотоцикле стоят достаточно дорого. Поэтому, если вы не хотите, чтобы потом пришлось задорого переделывать, либо, соответственно, задорого восстанавливать, лучше обратитесь к специалистам, если у вас нет инструмента. Если вы увидели, что у вас достаточно инструмента, что у вас есть все спецприспособления для того, чтобы достать сальник, для того, чтобы аккуратно его потом запрессовать, есть оправка. То есть, если у вас все это есть, если у вас есть шестигранники, торксы, то и есть какой-то опыт, то без проблем. Вилка легко и беспроблемно делается, потому что в ней нет ничего особенного, если ее сравнивать с аналогичными вилками тех же годов, например, у Honda, Yamaha, Kawasaki или Suzuki. То есть, как бы, в принципе, она очень похожа, аналогичная. Поэтому, если у вас есть опыт и приспособления, то вперед! Покупайте сальники, запасайтесь маслом, сразу смотрите то, что здесь заливается больше литра, соответственно, вам надо брать либо 2 литра, либо 1,5, в зависимости от того, в каких емкостях вы берете. А так, если видео было вам полезно, если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, прожимайте колокольчик, чтобы вы видите уведомления о новых вышедших видео. Всем большое спасибо за просмотр и пока!